Всем привет! Оля! Сегодня мы поговорим про деньги. Деньги. Деньги, да, вот они. Вы нас спрашиваете, это видео будет полезным, вы нас прям спрашиваете про деньги, как их сюда перевозить, вообще тут что с ними и как. Поэтому не забывайте, когда смотрите наше видео в процессе, лайкать, задавать вопросы. В комментариях. Да, подписываться. Если у нас будет много подписчиков, то у нас будет еще больше денег. Да, мы включим монетизацию. Не, на самом деле видео, правда, хорошее будет, полезное, и это только то, что мы пробовали на практике. Ссылочки будут полезны тоже в описании. Поехали! Да. Первое, что стоит сделать, это взять наличку с собой. Мы так и сделали. У меня были деньги, которые я с собой взял в отпуск еще, и были деньги, которые я уже успел заработать, находясь в Турции. И что-то переводила Вероника. Если у вас ситуация похожа на нашу, когда кто-то из вашей семьи находится в России, кто-то за ее пределами, то что важно сделать? Как можно раньше открыть всевозможные банковские карты других стран, которые пока еще работают. Да, так мы и сделали. Я завел карточку себе в Грузии и в Казахстане, в которую я успел съездить в декабре месяце. Я знаю, кстати, кейсы, когда люди специально планировали себе поездку в Казахстан, чтобы там открыть карточку. Ну, знаешь, из серии, там, через 3 месяца они планируют переезд, а там на выходные едут в Костанай или еще куда-нибудь, или летят в Астану, чтобы сделать карту. За один день там не сделать карточку. Но они едут, начинают этот процесс и, в общем, дальше уже решают его. Это одна часть, которая очень важна и нужна. Второе, что мы делали, это нам помогала «Золотая корона», сервис перевода платежей, и со странами такими, как Турция, страны СНГ, она все еще работает, но вопрос, с какими банками или нет. То есть, когда я начинала использовать эту схему отправлять деньги Саше, а это делала я, тебе не просто так на почте деньги выдавали. Да, а я думал, там праздники какие-то были. Я с банка Тинькофф просто через «Золотую корону» по вполне выгодному курсу отправляла деньги. Он приходил в любой обменник, а потом на почту, и ему выдавали наличными средствами в той валюте, в которой я отправила. Ну, я в основном почту использовал, конечно. Хорошо. Вот. Я нашел прекрасное там почтовое отделение в центре Анталии, в котором всегда были наличные, и в принципе там все очень было просто и понятно. Там сотрудники, охранники, короче, объясняли, что кого куда написать и в какое окно встать. Классно. Потом Тинькофф, насколько я помню, тоже с ним «Золотая корона» не смогла работать, потому что там начались проблемы с лицензией, с ограничениями, с этим всем. И, насколько я знаю, сейчас эта схема точно работает с Райффайзенбанком, но стоит узнать. Вот. Поэтому исследуйте, с каким банком вы можете все еще использовать «Золотую корону» или уже непосредственно через пункт, когда ты приходишь, отдаешь наличные деньги, и там человек получает наличные деньги. «Золотую корону» можно получать тоже на карту. Но так как в Аргентине ценится наличность, то мы именно использовали кейс с наличностью. Ну и доллары тоже наличность. Да. Еще то, что использовала я уже непосредственно перед выездом, буквально там за день-два до вылета, тот самый любимый Райффайзенбанк через приложение или через телефон горячей линии. Узнайте, в каком отделении есть в наличии доллары, и поменяйте то, что можно поменять. И будет вам счастье. Курс вполне выгодный. Да. Это то, что по поводу налички. Да, следующий нюанс, почему в Аргентине нужна наличность. Из-за того, что здесь огромная, колоссальная инфляция, их песо очень быстро обесценивается. Зато за первый месяц пребывания, когда мы здесь были, мы приехали, курс был 380, через месяц был 480. Сейчас 460. Ну, то есть, вот как бы за месяц настолько сильно, это курс 460 песо за $1. И настолько сильно это все меняется. Да. Может очень быстро происходить, поэтому они при первой возможности тоже как-то фиксируют, если у них есть сбережения, фиксируют свои риски. Каким образом? Покупая валюту. Но у жителей Аргентины есть ограничения легальные, по-моему, там $200 типа в месяц, но это нам еще только предстоит узнать, так как мы еще пока здесь в туристическом статусе. Да, и знаем некоторые лазейки, которые можно использовать, то, что получать чуть-чуть больше в месяц
Да. валюты. Да, следующее уже к тому, что Слово, делаем вот это мы. 200 рублей. Да, то есть 1000 песо, 200 рублей, да. Миленько очень у этих купюр всегда есть какие-то маленькие зверюшки, цветочки нарисованные. Ну, тут на самом деле купюры не выводят из оборота, как, например, в любых других странах, а здесь купюры используются вот пока они до победного. Бывает, что купюры попадаются в руки там совсем в очень плохом состоянии уже. Но, слушай, ну может выводят, мы не знаем, но состояние... Судя по состоянию, нет, никто тут не выводит, никто этим не занимается, пока купюра не окажется на помойке, ее так и будут по кругу гонять там. Опять же, нам тяжело судить. Мы уже давным-давно в России использовали практически только карточки и давно не видели, бумажные деньги мы использовали все реже и реже. Следующий момент по поводу обмена. Имейте в виду, что не нужно менять сразу большую сумму денег, потому что... Большая инфляция, и ваша сумма может обесцениться. То есть вы сегодня поменяли по одному курсу, через неделю этот курс может быть уже более выгодный для вас, а у вас все еще деньги есть по тому невыгодному курсу. Ну, то есть здесь вы поймете, как часто вам выгодно и комфортно менять деньги. Собственно, это делать? Мы меняем раз в неделю. Раз в неделю, иногда раз в полторы или две даже бывает. Ну, в две у нас не было еще, но полторы было. Полторы было, да. Мы стараемся. Да. Первое, с чего мы начали, это обмен у водителя. Да. Первое, что мы сделали, это обменяли деньги у водителя. Перед вылетом сюда мы договорились с представителем русскоязычного населения Аргентины, Буэнос-Айреса, что он нас встретит, и он также предложил нам сразу же обменять деньги по неофициальному курсу, так как здесь есть и официальный, и неофициальный курс. Да, важный момент, действительно, курса 2, то есть если вы сейчас зайдете в интернете, напишите рубль к аргентинскому песо, вам покажет официальный курс. Да. И в интернете вы подумаете, что-то вообще как-то не очень. Неофициальный курс отличается в 2 раза. Ну и, собственно говоря, первый обмен денежных средств мы совершили именно с водителем. Он нас привез, обменял нам денег. Собственно говоря, из этих же денег мы ему и заплатили за услугу доставки нас на место. Сколько это стоило? Слушай, по-моему, 14 тысяч местных. А в долларах? Вы же в долларах, наверное, обсуждали стоимость изначально? Нет, мы с ним обсуждали не в долларах, мы с ним сразу же обсуждали в песо. Водитель сразу же озвучивал цену в песо, и поэтому, собственно говоря, он и спросил, не надо ли вам обменять. Прекрасно. Вот. Да, очень удобный сервис, то есть в какое бы время суток вы ни прилетели, вас встретили, и вы уже с деньгами, вам не нужно бегать по городу, искать срочно обменник и людей, которые на улицах кричат «Камбио! Камбио!». Камбио, да. Есть улицы, на которой прям стоят менялы и производят обмен денежных средств. Вот, но этой функцией мы ни разу не пользовались, потому что мы используем другие методы. Мы быстро поняли, что наличность, которую мы с собой привезли в долларах, наверное, можно приберечь, пока у нас есть наличность в рублях. По-моему, первый обмен мы все-таки совершали в долларах. Ну, первый, да. Ну, в смысле, уже после водителя. Да, нам порекомендовали буквально чат, телеграм-чат, в котором, собственно говоря, можно оставить заявку. Ссылочку мы тоже напишем в описании. Помните про лайки. Оставляешь заявку в этом чате, указываешь сумму, валюту, с которой меняешь, и указываешь адрес, где ты хочешь произвести обмен. Да, первый обмен у нас был из долларов в песо. В обмен на 2 бумажки мы получили около 100 пачку тысячных купюр. Ну, примерно около 100 песо получилось у нас тогда. И в дальнейшем мы поняли, что нам данные доллары, которые мы привезли с собой сюда, пригодятся здесь еще в дальнейшем. И нашли способ обменивать еще интереснее. Это обмен рублей в России на песо здесь. Получается как? Это банковский перевод с карты на карту в России, и тут тебе выдают песо. Да.
Это также через чат в Telegram? Да, это через тот же чат. Ну, эту функцию мы сначала не заметили. А потом, когда вы узнали, что такая есть возможность, начали использовать именно ее для того, чтобы сохранить, так сказать, валютный капитал, привезенный с собой. То есть день в день можно написать? Схема точно такая же. Составляется заявка, приезжает курьер, только ты отдаешь ему не наличные, там, не доллары, не евро, а запрашиваешь у курьера ссылку и номер телефона или номер карты, на который нужно перевести денежные средства. И тебе отдают пачку денег. Да, переводишь деньги и тебе вручают пакет с деньгами. И это, наверное, самый удобный вариант, как переводить, как получается здесь обналичивать средства, когда у тебя есть еще остались доходы из России. Да. Ну, так как у нас больше, наверное, часть пока что из России доходов идет. Пока что. Пока что. Да. Вот. Это очень удобный способ. Позже мы решили пополнять нашу валютную копилочку, так как у нас и арендная плата за квартиру идет в долларах, мы договорились с хозяйкой. И вообще в долларах хранить удобно. Да, хранить удобнее здесь в долларах, потому что песо как бы каждый месяц, каждую неделю обесценивается, что на самом деле немножко грустненько. Вот. Ну, как есть. Как это получилось? Да. Помню, ты же разбирался, там, крипта, что-то еще. Ну, вариантов много разных всяких, различных есть, но, в принципе, все они заключаются именно в том же самом, в тех же самых чатах, которые есть здесь, коих здесь очень много, в принципе, на самом деле, он здесь не один такой. Вот, ссылочки на тот и на другой мы как бы скинем дальше в описании. Схема та же самая. Заходишь в чат, оставляешь заявку с суммой, которую хочешь получить в долларах, указываешь адрес, где встретиться, и курьер приезжает, все привозит, все прекрасно работает. Вот. Слушай, а у нас всегда было, нет? Что ты оставил заявку, и курьер приехал? Или бывают накладки? Да, была однажды у нас накладка с этим делом. Мы с курьером не смогли договориться, потому что в этот день был очень большой скачок валюты. Курса, очень высокий скачок курса. И из-за скачка курса пришлось переоформлять заявку. Ну, там были проблемы со связью, у меня телефон не работал, батарейка села, и мы просто не смогли с координатором скоординироваться и договориться о изменении суммы получаемых средств. Да, но так обычно, если ты с утра заявку оставил, то в течение дня ты деньги свои получишь. Да, в основном все так и происходит. Ну, иногда они приезжают раньше, иногда позже. Ну, за полчаса обычно курьер всегда связывается с тобой, ты спокойно можешь с ним либо договориться на другое место, где встретиться, либо чуть там попозже, чуть пораньше. Вот, ребята навстречу идут и нормально к этому относятся. Вот. Деньги они доставляют в пределах Кабы. Ну и за пределы. Ну и за пределы тоже, но за пределы уже с доплатой. Только нам с доплатой, только мы платим 500? Ну, у нас 500, а за пределы Кабы там что-то порядка 3000. Порядка 3000. Ну, как бы тоже небольшие деньги, как бы, да, за удобство, грубо говоря. Вот. Помимо этих схем, есть также варианты перевода денежных средств через обменники. Western Union? Western Union, да. Ну, других я и не знаю. Но ими мы не пользовались. Опять же, да, там есть нюансы. Не так просто ввести в Аргентину деньги. И больше того, если вы хотите ввести их по выгодному вам курсу, неофициальному, то через банки это сделать крайне сложно, если невозможно. Ну да, в банках включается, автоматически работает официальный курс, так же, как и при оплате, допустим, если вы будете здесь оплачивать карточкой какой-то своей, там... На крайний случай, конечно, этот способ можно использовать, но да, это не очень выгодно. В первый день в аэропорту мы его применяли, и то карточка сработала не с первого раза, но сработала, потому что, допустим, не каждый терминал принимал его. Да, ну просто готовьтесь, если вы платите здесь банковской картой, оплата, скорее всего, пройдет, но стоимость товаров будет для вас в 2 раза выше. Да. Это за счет того, что курс будет официальный, невыгодный. А еще же есть какие-то денежные переводы с карточки на карточку.
Да, но ты еще можешь перевести деньги себе с карты на карту, если у тебя есть, допустим, карта в другой стране, не в России, там, допустим, какой-нибудь любой другой стране, которая работает с системой SWIFT, ты можешь себе спокойно перевести деньги из одного банка в другой. А по какому курсу? По курсу, смотря из какого валюты переводишь. Если ты переводишь в долларах, то лучше в долларах и переводить. Вот. Но снять ты все равно сможешь только по официальному курсу. Да, так как мы все еще туристы, у нас нету банковских карт местных. Их вроде как по закону можно вроде было бы открыть бы, но все-таки не все на это идут, и лучше это делать, когда у тебя есть хотя бы прикария или ДНИ. Это документы, подтверждающие твой иной статус, не туристический. Кто-то ездит, я знаю, в Уругвай делает себе банковские карты. Да? Да. Ну вот видишь. И так бывает. Ну, туда мы поедем позже. Важный момент, когда вы везете сюда наличные деньги. Так или иначе, здесь больше цен. Здесь даже у доллара есть разная цена. Да, своя внутренняя цена у доллара. Есть старые купюры, есть новые купюры, есть мелкие купюры, а есть крупные купюры. Поэтому покупайте новые купюры, доллары, 100-долларовые купюры с большими портретами президентов. Ну или не президентов, там же не только президент. Подожди, на сотки это вообще... В общем, 100 долларов максимально свежие. Здесь это самый ходовой и самый ценный товар. А какой-нибудь 1-долларовая купюра здесь, ну, это гораздо менее выгодный. Еще важный момент. Нам хочется сказать вам, как считать. В первое время мы офигевали от сумм. Ну, просто по привычке ты привыкаешь, что в России, допустим, что ты можешь купить за 500 рублей или за 1000 или там за 100 рублей, да, здесь видишь какой-нибудь... Сумму на порядок больше. Какой-нибудь, да, там, салатик за 2000 и думаешь, на автомате, капец, как много, да. Так или иначе, в каждом из тех чатов, которые вы найдете в описании, там каждый день публикуется актуальный курс. И вы просто сумму, которую видите на ценнике, сумму ли за квартиру, на Меркадо Либре, за там какую-нибудь технику, вы эту сумму в песо делите на ту цифру, которая там указано. Ну, сейчас примерно, если округленно, можно делить на 5, или там, последний раз мы меняли по курсу 4,8. 4,8, ну, грубо говоря, да. Можно либо разделить на 5, либо умножить на 2 и убрать нолик. Но это действует только сейчас, завтра может быть новый курс, и поэтому твоя схема будет уже не такая рабочая. Но пока она удобная и работает. Да, так что сумм не пугайтесь, все не так страшно, но нужно привыкать считать. Математика – это наше все. Да. Все ли вам понятно про деньги в Аргентине? Хотели бы вы узнать что-либо еще? Пишите нам об этом обязательно в комментариях. Спасибо, что смотрите нас, лайкаете, комментируете. Да. Подписывайтесь. Да, подписывайтесь на вопросы в комментариях. Если еще остались какие-то вопросы по поводу денег, будем отвечать в коротких роликах. Да, будем снимать шоты прямо с ответами на ваши вопросы. Или сделаем, если будет много вопросов на одну и ту же тему, сделаем побольше видео. Ну все. Пока-пока. Пока.